И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья. В этом выпуске я подготовила для вас обзор новой игры из категории «Играй и зарабатывай», и называется она Бинамон. Скажу сразу, что Бинамон намерен составить неплохую конкуренцию уже имеющимся играм в данном секторе, а если быть чуть точнее, то Axie Infinity, который, как вы знаете, уже успела завоевать любовь миллионов игроков по всему миру. Однако это не повод, чтобы не составлять ей достойную конкуренцию. Собственно, чем и намерен заняться Бинамон. Стоит отметить, что запуск игры состоялся в августе текущего года, и несмотря на свой совсем небольшой период существования, уже успел обзавестись большим количеством игроков, которые с головой погрузились в уникальный мир доступной метавселенной Бинамон. Как видите, игровая метавселенная включает в себя NFT монстров, которые вы легко можете приобрести себе, чтобы впоследствии зарабатывать, играя ими в игре, отправляясь каждый раз в новое и увлекательное приключение. Однако спешу обратить ваше внимание на то, что способов заработка в Бинамон много, а если быть точнее, то 6. И что самое главное, вы властны выбирать для себя любой из предложенных. Так, например, открывая пакеты Бинамон, вы имеете шанс получить эксклюзивных монстров, которые впоследствии вы легко можете использовать сами, играя ими в игру, либо же отправлять в стейкинг, чтобы зарабатывать монеты Бимон. Вторым способом можно считать фарминг, где вы имеете шанс зарабатывать, удерживая и увеличивая ликвидность всей метавселенной Бинамона. Еще одним не менее интересным вариантом получения Бимон является так называемый турнир, где вы, сопоставляя свои Бинамонс с Бинамонс других игроков, можете заработать еще больше Бимон токенов. Также совсем скоро нас ждет еще два варианта получения игровых токенов, которые будут объявлены уже совсем скоро. Где играя ежедневно в Planet Krypton, вы можете получить токены Bimon Z1. Ну и конечно же замыкает этот список торговля. То есть вы легко сможете покупать и продавать свои NFT на открытом рынке, получая взамен огромную прибыль. Так, например, совсем недавно некоторые NFT со вселенной Бинамон были проданы более чем за $50 тысяч, что я считаю очень здорово. Но об этом всем поподробнее вы узнаете уже совсем скоро. Поэтому, чтобы не пропустить мимо себя данное событие, обязательно подписывайтесь на официальные социальные ресурсы Бинамон, ссылки на которые вы найдете в описании под этим видео. А пока предлагаю нам двигаться дальше. Для этого нажмем на заветную желтую кнопку «Играть сейчас», после чего нас перенаправляют в соответствующий раздел Бинамон Docs, который описывает принцип игры и что для этого необходимо. Как видим, что для того, чтобы начать игру P2E, нам необходимо приобрести себе монстра Planet Z1. Для этого нам нужно получить жетоны Bimon Z1 и Bimon, которые мы можем купить на бустер пак. Демонстрировать же сейчас, как именно это делается, я не буду, так как на этот счет в данном разделе уже доступна подробная видеоинструкция, посмотреть которую вы можете уже и самостоятельно после просмотра данного видео. Кстати, если кто-то из вас переживает, что видео доступно на английском языке, то спешу вас обрадовать. Вы легко можете включить субтитры и перевести их на любой удобный вам язык. Я, в частности, выбираю русский. Этакий небольшой вам лайфхак от CryptoLady. После того, как вы приобретете себе необходимые токены, необходимо будет приобрести самого бустера, и уже только после этого приступать к самой игре, загрузить которую вы сможете из соответствующего раздела. Исходя из всего этого, стоит отметить, что пока игры для MacBook нет, однако в будущем это скоро изменится, поэтому я не отчаиваюсь и с радостью дождусь этого момента. А пока буду рада вам показать, как игра выглядит изнутри, посредством доступных видеороликов на официальном YouTube-канале Бинамон. Как видите, игра имеет 3D графику, в ходе которой вам выпадает честь сражаться с монстрами и после их смерти накапливать награды, которые впоследствии вы сможете обменять на реальные деньги. Более того, по мере вашего продвижения по игре, вы будете прокачивать своего Бинамона, а следовательно получать с помощью него еще больше наград, за которые можно получить еще больше вознаграждений. Кстати, еще одним очень важным моментом во всей этой метавселенной Бинамон можно считать токены, которых на самом деле несколько. А именно Bimon, о котором я уже немного говорила в рамках данного видео, токен BNRG и токен Bimon Z1, о каждом из которых я в двух словах расскажу вам прямо сейчас. Итак, Bimon – это гипердефляционный токен, созданный на базе BSC, который необходим для создания всех существ, доступных в рамках Бинамон.
Почему он гипердефляционный, быть может, спросите меня вы? На что я отвечу: да потому что после того, как вы создаете с помощью него того или иного монстра, то 100% этих бимон автоматически сжигаются. Да-да, вы не ослышались, все 100%. Данный прием позволяет не только автоматически удорожать сам токен, но и ограничивает его общее количество. То есть чем больше монстров создается в игре, тем выше их стоимость будет в будущем, что я считаю очень здорово. Кстати, приобрести его можно уже прямо сейчас на многих популярных биржах, так что имейте это в виду. Следующим же токеном, не менее важным во всей метавселенной Бинамон, является BNRG токен. Скажу сразу, что данный токен используется для генерации NFT энергии, который помогает вывести ваших бинамонов на новый уровень. Кстати, не менее интересным фактом о BNRG является его неограниченное предложение, чего не скажешь о BMON, максимальное предложение которого составляет всего лишь 300 миллионов. Что же касается токена BMON Z1, то стоит отметить, что данный токен используется для создания монстров Криптона. Он тоже дефляционный, поэтому после создания каждого последующего монстра BMON Z1 автоматически сжигается смарт-контрактами, что я считаю также очень здорово. Что ж, искренне надеюсь, что мне удалось разжечь в вас неподдельный интерес и любопытство к данной игре, так как считаю, она действительно достойна вашего внимания и участия. Тем более, что игра еще дорабатывается и активно развивается. Поэтому в ближайшем будущем вас однозначно ждет еще много чего интересного и увлекательного. Поэтому, дорогие друзья, не стесняйтесь, а переходите по ссылкам и знакомьтесь с метавселенной Бинамон более подробно уже и самостоятельно. Тем более, что для этого я оставлю ссылки на все официальные социальные ресурсы. А пока буду рада увидеть вашу обратную связь относительно данного выпуска. Понравился ли он вам или же нет? Ну и конечно же, не забывайте подписываться на мой канал Криптоледи, если вы это еще по каким-то причинам не сделали. Ведь впереди вас ждет еще много чего интересного и полезного. А пока желаю всем вам отличного дня, прекрасного настроения и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска. Пока-пока!